Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Олеся смотрела в окно. Утро и хорошая погода ее совсем не радовали. Вот сейчас проснется муж и начнется. Как же ей это надоело! Но у нее не было выбора. Все вокруг говорят, что, мол, ты с ним живешь, если тебе так плохо. А куда ей идти? Кому еще она и ее сынишка будут нужны? Да они и здесь не нужны, но есть крыша над головой. На съемную квартиру ее скромной зарплаты не хватит, а если и хватит, то тогда что кушать? Из размышлений ее вывел голос мужа. «Ну что ты там опять стоишь? Нет бы мужу завтрак приготовить. Живешь тут на всем готовом со своим отпрыском». Вся эта тирада закончилась, когда он зашел на кухню и увидел завтрак на столе. Через полчаса Егор ушел, громко хлопнув дверью. Из спальни показался мальчонка. Матвей знал, что ему лучше не попадаться папе на глаза, а услышав, что тот ушел, он вышел из комнаты. «Солнышко, поставь тарелку в раковину. Я сейчас помою, а ты иди обувайся». Олеся быстро помыла посуду и пошла вслед за сыном. Он был уже помощником для мамы, но все равно она его оберегала. «Сынок, вот тебе на автобус и булочку. А ты, мам? А у меня дела по дороге будут, и пройдусь пешком». Она поцеловала сына и, дождавшись, как уедет автобус, быстро пошла. Не было у нее никаких дел, просто не было еще и денег. Но сегодня аванс. Егор не всегда был такой. Она была матерью-одиночкой. На момент их знакомства Матвейке был годик. Егор ухаживал очень красиво, заботился о мальчонке, ведь путь к сердцу матери лежит через ее ребенка. Первые года все было просто отлично. Она помнит, как вместе провожали Матвея в первый класс. А потом они купили квартиру побольше. Ведь Егор говорил, что хочет еще детей. Они продали ее однокомнатную квартиру и взяли ипотеку. Но ипотеку взяли на свекровь. Вот тогда-то Егор и поменялся. Вся зарплата Олеси уходила на ипотеку, а он не помогал совсем. Максимум приносил продукты. А когда она не выдержала и все высказала, то он ответил, что пусть радуется, что он терпит ее и ее отпрыска в своей квартире. Так Олеся лишилась своей крыши над головой, а также любящего мужа и отца. Теперь в ее сторону были одни упреки. Она пробовала не оплатить ипотеку, но ей опять напомнили, что выгонят. Прибежав на работу, она быстро скинула одежду и встала за прилавок. Ей надо было еще собрать в скором времени 2 букета. Сегодня она работала в паре со Светланой Геннадьевной, хозяйкой салона. Из наемных сотрудников были только Олеся и Катя, и когда одной из них надо было дать выходной, то выходила Светлана Геннадьевна. С ней работалось легко, возможно, даже легче, чем с Катей. «Олесь, у меня есть идея по одному из букетов», даже немного озорно сказала Светлана Геннадьевна. Я вот даже и не сомневалась. Олеся улыбнулась. У хозяйки салона был талант к составлению букетов, и она сама многому научилась у нее. Когда Олеся только устраивалась на работу, у нее не было опыта, но ее взяли после пробного букета. Тогда ей сказали тему мероприятия и показали имеющиеся цветы. Олеся боялась, что сделает не такой, как надо, но делала так, как она видит. И вот уже 3 года, как она работает здесь. Здесь она отдыхает душой. Только Егор, как изменился, то начал попрекать ее маленькой зарплатой. Половина рабочего дня пролетела для Олеси незаметно. Но тут она увидела, как в салон входит Матвейка. Она подбежала к нему. «Сынок, что-то случилось?» Он прятал глаза, и она отвела его в служебное помещение. «Мама, я ботинки порвал. Если папа увидит, то будет сильно ругаться. Может, мы их тут заклеим, чтобы он не узнал?» Олеся посмотрела на ботинок. Клеить было бесполезно, да и они уже так износились, что им давно было пора на мусорку. Их разговор случайно услышала Светлана Геннадьевна, но не подала виду,
а просто сказала: «Какие у нас гости! Я как раз принесла вкусных пирожных. Матвей, чай будешь?» Мальчишка кивнул. «Светлана Геннадьевна, а можно Матвей побудет здесь?» «Конечно, Олеся. Тем более через час и его помощь понадобится». Через час приехал Григорий Иванович. Он привез цветы и пластиковые горшки. Вот их и помогал носить Матвейка. Он гордо нес понемногу и ощущал себя важным помощником. А после разгрузки дед Гриша вручил ему 100 рублей и подмигнул. «Заработал. Бери». Дедом Гришей Матвей называл его, пока никто не видел. Григорий Иванович сам еще давно попросил мальца не называть его по имени с отчеством. «Олесь, я уеду на час. Вы тут справитесь с помощником?» Они улыбнулись и почти хором сказали, что справятся. Светлана Геннадьевна приехала через 2 часа. «Значит так», — сказала она, — «я задержалась, и поэтому мы сегодня закроемся пораньше. Матвей, там в пакете еще горячий обед. Иди поешь, а мы с твоей мамой поговорим». Олеся проводила Матвея. В одноразовом контейнере лежали любимые голубцы сына и пюре. Он быстро сел за еду, потому как пирожные на обед не особо помогли голоду. Когда Олеся вернулась в торговый зал, то Светлана Геннадьевна уже закрывала салон изнутри и показала жестом, чтобы та присаживалась. «Послушай меня, девочка. Я прекрасно вижу, что происходит в твоей семье. И уж прости Катьку, но она болтушка. Я понимаю, почему ты не уходишь от супруга. Ты боишься остаться с сыном на улице. Послушай мою историю и мое предложение тебе. Когда я была в таком же возрасте, как ты, то у меня был любимый человек. Я забеременела от него, но он был этому не рад. Он и до этого поколачивал меня, а после того, как узнала о беременности, все стало только хуже. Я была одна, мне некому было пожаловаться и терпела. Терпела до тех пор, пока из-за него не потеряла ребенка. Когда вернулась из больницы, мне было все равно на себя, на него и на всю жизнь в целом. Официально мы не были женаты, и я подалась во все тяжкие. Лишилась работы, нашла себе подобных и продолжала впадать в забытье. Во время одного из застольев с нами была девочка, лет 6. Она периодически подходила к матери, но та ее отгоняла. Потом она подошла ко мне и сказала: «Тетенька, можно мне хоть корочку хлеба?» В тот момент я очнулась. Много пьяных людей, и вот среди них маленькая голодная девочка. Я спросила, как ее зовут. А она тихо ответила: «Аленка». Когда я встала из-за стола, никто и не заметил. Мы с Аленкой пошли ко мне в квартиру. Там я нашла макароны, сварила их и дала ей с сахаром. Больше дома ничего не было, но как она их ела! На следующий день, расспросив ее, я узнала, что у нее есть папа, и он не живет с мамой, а мама не разрешает с ним видеться. Тогда я сделала все, чтобы найти этого мужчину. Им оказался Григорий Иванович. Когда он узнал от меня всю правду о том, как мать обращается с дочерью, то забрал Аленку к себе, а спустя время лишил ее маму родительских прав. За это время я очень привязалась к Аленке. Она меня спасла, и я ей благодарна, а она и ее папа были благодарны мне за ее спасение. Ты ж видела мою Аленку? Ну скажи, что я ей не родная мать. А Вадик у нас появился потом, но ты его не видела. Так вот к чему я все это? Аленка тогда спасла меня, а сейчас я и Григорий Иванович хотим спасти тебя. У нас в городе есть еще квартира. Покупали ее сыну, но он тут пока не хочет жить. Мы сегодня с Гришей докупили туда нужную вам технику. Переезжайте. Платить только за коммунальные услуги. У тебя и Матвейки много вещей. Нужна грузовая машина или на моей переедем?» Олеся не знала, что и сказать. Светлана Геннадьевна рассказала ей о своей жизни такое, что она и подумать не могла. До этого она знала только, что у Григория Ивановича был крупный бизнес, и он его продал, чтобы уже отдыхать, а также помогать жене в салоне цветов, который она так мечтала открыть всю жизнь.
Она видела и дочку Аленку, которая всегда бежала к маме. Сына не видела. Он приезжал раз в год и не приходил в салон. И, оглядываясь на историю Светланы Геннадьевны, Олеся поняла, что все сможет. Сможет жить без тирана, отбросить все сожаления о квартире. Ей и ее сыну сейчас дают шанс на нормальную жизнь. А вслух сказала: «Светлана Геннадьевна, я не знаю, что и сказать. Спасибо. Для нас с Матвейкой это многое значит. Вещей у нас немного. Может, будет сумки 3 вместе с его книгами. Значит, завтра в 8 утра я буду ждать вас у подъезда. Отвезем Матвея в школу, а ты за это время все расставишь в квартире. А хотя, во сколько приходит твой Егор домой? Не раньше 7, а в основном после 9. Ну, значит, не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Сейчас позвоню Григорию Ивановичу, и он с Матвеем поедет на квартиру, а мы с тобой за вещами. У нас даже до минимального времени есть 2 часа». Так они и сделали. Матвейка зашел с дедом Гришей в свой новый дом. «Дед Гриша, как тут красиво!» Григорий Иванович улыбался. «Там еще у тебя в комнате лежат несколько сюрпризов на кровати». Матвей побежал искать. Увидев в одной из комнат на кровати наборы лего, он воскликнул: «Дед Гриша, я такие только в магазине видел. А давай, пока мама не приехала, начнем один собирать». «А ты уроки сделал?» «Да, еще у мамы на работе». «Тогда давай соберем сначала самый маленький, заодно потренируемся». Светлана Геннадьевна и Олеся в это время быстро собирали вещи. Их действительно было немного. Больше было памятных фото и книг Матвейки. Уходила из этой квартиры она легко и только переживала, чтобы не встретить в подъезде Егора. Но все было хорошо. Они заехали еще в продуктовый магазин и потом в новый дом. «Ну что, мальчики, скучали? Гриша, помоги с пакетами». После того, как все продукты разложили по местам, они вместе попили чай, и Светлана Геннадьевна с Григорием Ивановичем ушли. Матвей обнял маму. «Мама, у нас теперь все будет хорошо. Я точно знаю». В 11 вечера зазвонил телефон Олеси. Спросонья она не посмотрела, кто звонит, и взяла трубку. Это был Егор. Он только пришел домой и не обнаружил никого дома. Больше всего при этом он кричал только по поводу отсутствия ужина. Когда Олеся сказала ему, что теперь он готовит себе сам, то Егор сначала и не понял. «Да кому ты будешь еще нужна? Решила, что побираться на улице проще, чем жить тут со мной в уюте? Ну и катись на все 4 стороны. Я завтра подам на развод». Олеся выдохнула и внесла его номер в черный список. Больше она о нем не слышала. На суд не пошла. Светлана Геннадьевна попросила друга семьи сходить вместо Олеси. Он был адвокатом. Он предлагал Олесе побороться за квартиру, ведь можно доказать, откуда был взнос на ипотеку. Но она не хотела ничего и слышать больше о Егоре, а потом просто получила свидетельство о расторжении брака. Так прошло полгода. Завтра был юбилей у Светланы Геннадьевны, и Олеся с Катей планировали подарок руководителю. Тут в салон зашел мужчина. «Здравствуйте», — сказала Олеся. «Чем я могу вам помочь?» «А мама здесь?» Олеся вопросительно посмотрела на него. «Ой, простите, Светлана Геннадьевна тут?» «Вы, наверное, Вадим? Светланы Геннадьевны сегодня не будет». «Девушки, а вы сделаете на завтра букет от сына? Вы же сами лучше подберете, чем я». Девушки закивали. На следующий день в большой гостиной все собрались за столом. Матвейка сел рядом с дедом Гришей. Они за эти полгода очень сдружились. Мальчонка тихонько шепнул: «Дед Гриш, а можно уже Светлану Геннадьевну называть бабушкой Светой?» Дед Гриша закивал. И тут получил легкий подзатыльник от супруги. Она все слышала. «У меня хоть и юбилей, но я еще не бабушка». Тут встала Аленка с мужем. «Пока не бабушка, но уже скоро будешь. Так что можешь начинать привыкать к статусу». Все подняли бокалы по этому поводу.
А Вадим все смотрел на Олесю. Он думал, что делает это незаметно, но от взора матери ничего не скроется. «Гриш, смотри, как наш Вадик на Олесю смотрит. Красивая будет пара. А он хороший?» «Матвейка, ну все же ты слышишь. Очень хороший». Потом заиграла медленная музыка. Все пошли танцевать, а за столом остались только Олеся, Вадим и Матвей. Матвей встал и подошел к Вадиму. «Дед Гриша сказал, что вы хороший, и я разрешаю вам потанцевать с моей мамой». Вадим и сам хотел позвать Олесю на танец, но не решался. А теперь спокойно встал и пригласил ее. А Матвей сидел за столом и любовался. Тут его похлопали по плечу. Это был дед Гриша. «Молодец, внучок. Что-то мне подсказывает, что скоро ваша жизнь еще немного изменится и точно в лучшую сторону». А Олеся и Вадим танцевали и о чем-то разговаривали и улыбались. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.